На календаре пятница, 23 мая, и в рамках летней серии в клубе «Что, где, когда» продолжаются игры магистров. Сегодня игра вторая. Против телезрителей сегодня сыграют Леонид Климович, Михаил Дюба, обладатель бриллиантовой, а также хрустальной совы Борис Левин, Оксана Петрунько. Магистр игры «Что, где, когда», обладатель бриллиантовой и 6 хрустальных сов Александр Друзь и капитан команды, обладатель хрустальной совы Виктор Сиднев. Против команды Виктора Сиднева сегодня играют Елена Леонтьева, Ярославль, Рожая Спиридонова, Челябинск, Геннадий Шведов, Санкт-Петербург, Павел Власов, Красногорск, сектор Блиц, Владимир Крайнов, Ишим, Ульяна Демина, Десеновская, Михаил Драган, Ростовка, сектор Суперблиц, Аким Асланов, Ростов-на-Дону, Елена Антоненко, Москва, Андрей Колесников, Ливны, 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Сиднев, добрый вечер. Добрый вечер, господин Дмитрий. Виктор, но шутки в сторону. Наступили игры, когда проигравший выбывает. Виктор, это обстоятельство как-то сковывает ваших игроков? Скорее мобилизует. Ну а в случае победы вы получите право сыграть в осенней серии и попробуйте догнать команду Максима Поташова, которая пока оторвалась от остальных команд, как африканский страус от кенийских бегунов. Да, господин Поташов? Что-то какой-то очень серьезный сегодня. Типичный страус, да. Ярославль. Против вас играет врач-эндокринолог Елена Леонтьева из Ярославля. Господин Левин, недавно в Южной Корее вышел закон, согласно которому жители страны должны соблюдать определенное правило. Вскоре после этого одна фирма выпустила партию необычных ваз красного цвета. Посмотрите на экран. Конечно, в такие вазы хоть каждый день можно ставить цветы, но основное предназначение у них другое. Внимание, вопрос. Для чего же предназначены такие вазы? А что она из себя представляет? Она двойная. И во внешний цоколь нельзя, видимо, налить воду, но там есть вода. Она из двух частей, как бы, да? Да. Верхняя Но, часть. скорее всего, раз ее в доме иметь одноименную. Почему она красная? Красная почему она? Она же именно красная. Почему? Может, для утилизации какой-то. Возможно, это вторсырье, которое они превращают. Может просто запас воды. Для чего? А что может быть в этой капсуле? Вода. Вода сюда. Вода и вверх, и вода и Это внизу. типа термоса не может быть. И что? Может быть. Она предназначена для другого. Ну а в чем смысл вот этой капсулы, которая... Туда вода наливается, вокруг нее воды нет. Воды нет, а что вокруг нее? А Воздух. есть вода. Есть. Вода и там получается. А для чего она может быть? Фиг его знает. Ну, это какой-то emergency, наверное. Раз они обязаны ее иметь в каждом доме. Обязаны для чего? Не знаю. Для какой-то ситуации? Итак, господин Сиднев, кто отвечает? Ну, у нас ответа нет на... Но это, вы обратили внимание, какой-то закон. Вы совсем не обсудили, это какой-то закон. Откликаясь на этот закон, их выпустили красного цвета. Прошу. Ну, Александр Друзь попробует ответить. Ох. Мы полагаем, что этот закон был об обязательной утилизации вторичных отходов,
Поэтому, если такая штука попадает в мусорную корзину, не предназначенную для утилизации, то это является нарушением закона, и нарушителя могут оштрафовать. А теперь, внимание, правильный ответ. А в зале есть какие-то версии, для чего красные вазы могут понадобиться? Есть предположение, что это может быть замена огнетушителя. Предписали огнетушитель иметь дома. То есть красного цвета огнетушитель, как бы такой, по прямой логике. Может, лампочку вставить нас внутри, будет красно. Господин Сиднев, у вазы необычная двойная колба. Вы обратили на это внимание? В середине вода для цветов, а по бокам тоже жидкость, но специальная. Не случайно это ваза красного цвета. Это, господин Скипский, метательный огнетушитель. Во время небольшого пожара вазу можно бросить в огонь. Специальная жидкость запустит химическую реакцию, а без кислорода нет горения. В Южной Корее по закону огнетушители должны быть в каждом доме. Господин Друзь, красный цвет – это пожар. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Елена Леонтьева из Ярославля. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Андрей, ведущий. после весенних игр магистров многие телезрители говорили, что, несмотря на поражение, команда Виктора Сиднева показала самую запоминающуюся игру. Вы согласны с этими телезрителями? Ну, да простят меня господа Верхошинский и Гиязов. Это тот случай, когда я абсолютно солидарен с телезрителями. Счет 5-6 той игры не столько показывает, что интрига сохранялась до последней минуты, сколько то, что счет 5-6 позволил проявиться каждому игроку, сыграть каждому игроку, знатоку, даже в том случае, если с самого начала игра не задалась. Кроме того, не забываем, что та игра проходила в условиях апрельского снегопада, и чисто визуально, по картинке, там было такое весеннее новогоднее настроение. А если серьезно, то в том проигрыше есть как минимум один плюс. Как вы уже сказали, если сегодня команда выиграет, а мы в это по-настоящему верим, следующей осенью мы также увидим игру этой команды, а честно сказать, игры этой команды хочется смотреть почаще. Андрей, благодарю вас. Второй раунд. Господин Климович, игра в весенней серии стала, можно сказать, вашим бенефисом. Что вам больше всего запомнилось на той игре? Больше всего запомнился мой первый ответ, который взялся, в общем-то, оттуда. Говорил, Друзь, у тебя канал открылся про крылья торговли, паруса. Когда... Леонид, скажите, а почему сейчас канал был закрыт на вазу? Вот понимаете, когда вот какие-то особые ожидания со мной связанные, как-то это меня нервирует немножко. То есть на вас давит ответственность, да? Боитесь не оправдать ожидания партнера? Можно сказать, это... Суперблиц. Вот это да, сказал Леонид Климович. Нет. Нет? Господин Грусь, 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый, играет один знаток. Кто останется за столом? Левин. Борис Левин, чтобы одержать победу в этом раунде, должен ответить на 3 вопроса подряд. Уважаемые телезрители, компания Бэтбум учредила приз для знатока, который сумеет выиграть Суперблиц. И если Борису удастся, то он станет первым претендентом на этот приз. Господин Сиднев. Да, господин ведущий. На прошлой игре Борис проиграл на первом же вопросе в Суперблиц. Почему вы решили опять испытать его нервы? Мне кажется, он сегодня в очень хорошей форме. Мы с утра тренировались. Ну, посмотрим. Господин Левин, внимание, вопрос первый еще раз. Раиса Козлова из Санкт-Петербурга интересуется, что находится там, где, по мнению народа Лози, гремит дым. Это я знаю, господин ведущий, сразу отвечаю. Это водопад Виктория, окрестные племена называют его гремящий дым. Народ Лози живет у реки Замбези. Водопад Виктория, абсолютно правильный ответ. Продолжаем Суперблиц. Внимание, вопрос второй. Борис, первый прошли, я вас поздравляю. Спасибо.
Это слово можно перевести с казахского языка так: песчаная местность с богатой травянистой растительностью. Аржан Сарсенов из Уральска интересуется, что это за слово. Прошу. Казахстан, песчаная местность. Пусть это будет Байконур. А теперь, внимание, правильный ответ. Песчаная местность с богатой травянистой растительностью – это, господин Левин, Байконур или Байконур. Ну и, наконец, решающий третий вопрос Суперблица. Японцы называют ее «морское отражение Луны». Светлана Жук из Минска интересуется, а как ее называем мы? Морское отражение Луны? Да. Прошу, Борис. Ну, хочется как бы продолжить блиц, назвать какой-то географический объект, но не находится такого объекта. Ну, море, вода, что-то круглое отражается. Ну, ничего в голову, кроме медузы, мне не приходит. Медуза пусть будет. Обидно. А теперь, внимание, правильный ответ. Какие у вас еще были версии в голове за это время? У меня? Ну, я искал какую-то местность, ну, как бы ряд. Водопад, Байконур, что-то географическое, ну, круглое, отражение Луны, еще и морское. Не остановились на медузе. Ну, просто другого круглого в море. Господин Левин, морское отражение Луны – это медуза. 1-1. Я вас поздравляю, вы выиграли Суперблиц и становитесь главным претендентом на приз от компании Bad. Букмекерскую компанию Bad в клубе «Что где когда» представляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Господин Карпин, ну случилось? Случилось, наконец случилось. Мои поздравления, было великолепно, неимоверно, и у меня нет слов просто. Ну что ж, третий раунд. Господин Левин. Да. Ну что, как-то пойдет теперь игра у вас? Надеюсь. Переломили? Честно говоря, не верил, что я правильно ответил на третий вопрос. Я тоже. Господин Сиднев, но вы проявили настойчивость. Что оставили господина Левина, господин Друзь. Ну а вы вот, видите, оказывается, зря сопротивлялись Суперблицу. Друзь в следующей игре будет Суперблиц. Не, я не сопротивлялся. Стрелка волчка показывала на Ростов-на-Дону. У вас какой-то свой угол зрения. Красногорск. Показывал, что угол. Против вас играет инженер Павел Власов из Красногорска. Посмотрите на экран. И ты, дубина, и тут подлости. Напрягай, напри и прочухай. Дальше сами прочтете. Эта заметка была опубликована в юмористическом журнале «Осколки» в 1883 году. Левую часть мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. О чем была эта заметка? Тут какая-то, смотрите, как Цензуре, наверное. тире, как 18. дефиниции какие-то получаются. А что такое тройной ерник он пропустил, почему-то не прочитал? То есть какие-то неприличные слова.
Статский И совет. их расшифровывали. 18 штук. Еще. Чего бы нет. Смотрите, это похоже на дефиниции какие-то, потому что черточка, какое-то Ну слово да. черточка. Ну, это перевод тогда, А наверное. тут очень короткие слова, Возможно, смотрите. что это как раз слова, запрещенные цензурой, а их переводы, например. Ну, это да, я же говорю, не И прилично. ты, дубина, А и тут- тут подлость. Чему посвящена? Азбуки, что- алфавит вряд ли. Ну, А, никогда. смотрите, и ты, дубина, и т.д., и тут подлости, и т.п. И т.д., Тройноверный, и т.е. Да. Напрягай. Аббревиатурам. Нет, это сокращением. Так Да, аббревиатура. Да. Нет, аббревиатура это когда... И ТД это аббревиатура, и ТП это тоже аббревиатура. МП, И прочее. СС. Борис Так Левин. называют. Кто отвечает? Борис Левин отвечает. Прошу, Борис. Эта заметка была посвящена сокращениям, или, как говорит Дрюсь, аббревиатурам. Ну вот не буду приставать, но все-таки выберите, сокращение или аббревиатура. Первый ответ. Ну, я бы сказал, русский язык сокращением. Вы лучшие друзья по русскому языку. Внимание, правильный ответ. В левой части скрыто что-то очень короткое, сокращенное. Заметка в юмористическом журнале «Осколки» называлась «Посмотрите на экран». Глубокий смысл сокращений в русской печати. И ты, дубина, и так далее. Опять Борис Левин. 2-1. Интересы телезрителей сегодня защищает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, как ваши дела? Давно вас не было. Соскучился, господин ведущий. Я из-за графика пропустил финал весенней серии. Судя по всему, пропущу летнюю серию. И позволить себе не мог не прийти, и тем более, в общем, пропустить Владимир, такую но игру. вы знаете, до меня дошли слухи, что на самом деле вы решили прийти на эту игру, потому что начались игры на вылет. И вы пришли в качестве доброго полицейского. Это правда? Ну, скажем так, я пришел посмотреть на игру команды Виктора Сиднева. Если я буду слишком добрый, то господин Гиязов поможет мне. Это не сила оступиться. Альфа-банка, что у вас есть на случай чего и злой полицейский в лице Алексея Гиязова. В случае чего он придет на помощь. Четвертый раунд. Госпожа Петрунько, вот вы преподаватель, профессор, но выставляя оценки своей команде за прошлую игру, вы единственная, кто поставил 5, хоть и с минусом, своей команде. Оксана, получается, вы добрый преподаватель. Это Ну, правда? Я считаю, что я справедливый человек. Ну, судя по 5 с минусом за поражение, добрый. Оксана, а теперь у меня к вам вопрос. А угадаете, кто в вашей команде самый требовательный? Кто за прошлую игру поставил 2? Думаю, что Друзь. Нет, Друзь поставил 4. У вас злой полицейский Михаил Дзюба. О-ля-ля. Челябинск. А с виду-то, с виду. Люди Так и проявляются. не скажешь. Против вас играет Рожия Спиридонова из Челябинска. Господин Дзюба, вы знаете, что такое серфинг? Серфинг, ну, это вид спорта, который заключается в катании на доске по волнам. А что такое скайсерфинг? Скайсерфинг – это… Ну, подумайте пока. Внимание, вопрос. Почему на соревнованиях по скайсерфингу каждая команда состоит из 2 человек? Досрочный ответ Борис Левин. Потому что, господин ведущий, это в небе происходит, и судьи этого не видят, и прыгает сам спортсмен, который совершает, я был на таких соревнованиях, кстати, совершает обороты в небе, и с ним прыгает оператор, который это снимает для судей, и который должен понимать, какую позицию занимать, там очень много тонкостей, и который, кстати, сообщает на землю, если со спортсменом что-то происходит не то. Ну давайте телезрителям покажем. Внимание на экран. Скайсерфинг – экстремальный вид спорта. Парашютист во время свободного падения, стоя на специальной лыже, выполняет акробатические элементы. А команда состоит из 2 человек, потому что трюки должен кто-то снимать.
И кто это, господин Левин? Ну, видеооператор. Это оператор. От его мастерства зависит результат команды. Борис Левин, 3-е очко для своей команды, 3-1 в пользу знатоков. И еще дополнительную минуту на размышление. Реклама на первом. Господин Карпин, в весенней серии команда Виктора Сиднева показала яркую игру, но проиграла. Наверное, вам, как тренеру, понятнее, как совмещать красивую игру и результат. Как вы своих заставляете? Ну, это идеальная картинка мира, когда яркая игра, как сегодня, совпадает с результатом. Ну, мы же знаем, что самое красивое в игре – это счет на табло. И, кстати, уже завтра заключительный тур чемпионата России, где определится чемпион. Либо «Зенит», либо «Краснодар». Но я очень надеюсь, что покажут и красивую игру, и добьются результата желаемого. Поэтому и те, и другие. И те, и другие, да. Ну, победа как минимум. И поэтому будем смотреть матчи российской премьер-лиги вместе с компанией «Бэтбум». Благодарю вас, Валерий. 5-й раунд. Господин Дюба, ну, спору нет. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но если, Михаил, мне бы удалось вас припереть к стенке, и я бы вас заставил выбрать фантастически красивое поражение или абсолютно бездарная победа, вы бы на чем остановили свой выбор? Я бы на абсолютно бездарной победе. Но сегодня у вас бездарно получается, или, мне кажется, красиво? Лично у меня... Нет, я был у команды. Даже про скайсерфинг не дали рассказать. Санкт-Петербург. Против вас играет Геннадий Шведов из Санкт-Петербурга. Внимание, водоем. Господин Друзь, перед вами схема из одного учебного пособия. R – это радиус около 2 километров. S – потерянная площадь. Потерянная площадь. Внимание, вопрос. А что схематично обозначено прямоугольником? А на экране, вот будет. На экране есть. Ну, смотри, потерянная площадь, что, затопленная, что ли? Что это означает? Ну, если сказали, что водоем, то как бы да. Вот в этом прямоугольнике нечто, чего приводит потом к потере площади, что ли? То есть водоем. Для этого нечто водоем потерянная площадь. Водоем, да. Эта штука Не водоем, а там сосет тот воду или участок испаряет площади, воду. который... Смотрите, радиус что порядка если 2 километра, это- большой радиус. Что если это морская вода, и тогда у нас почва засаливается, и тогда мы не можем там сажать, например? Нет, смотрите, что А ты... это объект, вам нам сказали, это объект прямоугольника. Радиус, понимаешь, идет, то есть центр находится Может быть, на берегу. Может, это полив? Что ты в Может, радиусом это 2 полив? километра Я говорю, накрывается из насосы, этого. Не очень понятно, что такое потерянная площадь. Может, там, Это то, что теряется от водоема. может, там какие-то... А почему От радиус? водоема. Может быть, Вот там... это водоем. Почему такое А это Итак, потерянная. тишина. Нет. Кто отвечает? Вы хотите взять дополнительную минуту? Отвечает Александр Друзь. Александр Друзь. Мы полагаем, что прямоугольник – это некий насос, который качает воду из водоема. Соответственно, он берет потерянная площадь – это площадь, в которой не появляются рыбы, которые не должны появляться рыбы, которые засасывали бы этот насос. Ответ, что такое А прямоугольник? что такое радиус насоса 2 километра? Это что-то? На который он действует. То есть насос действует... Ну, труба проложена. Ага. А если бы он был в 2 километрах от водоема, то что было бы? То есть ближе к 2 километрам... Ну, здесь можно же сделать вывод. Раз там потерянная площадь, значит лучше близко к водоему не надо. Зачем водоем, насос далеко от водоема? А он Мне недалеко, кажется, он вы прям- напрасно посоветовали Виктору Сидневу не брать дополнительную минуту. Мне кажется, вы могли бы разобраться. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов,
господин У вашей команды есть какая-то версия? Хороших нет. Нет, господин Скипский, вы сегодня герой дня. А кажется, Козлов придумал. Козлов, давай. Да ладно, но если машину мыть вот так вот, это та территория, которую ты в результате загрязнишь, может быть. Госпожа Повышева, у вас что-то есть? Мы думали про сброс сточных вод, например, и загрязнение водоемов. Ну ладно. Ладно, не буду больше никого мучить. На самом деле все значительно интереснее, господин Синий. То есть получается, что прямоугольником обозначено то, что не следует размещать ближе 2 километров от водоема. Вы согласны? Можем так трактовать. Да. Причем бесполезная площадь на воде, а полезная на суше. Прямоугольником обозначена пасека и ульи. Это схема из учебного пособия для пчеловодов. Тишина. Размещать ульи близко к водоему не стоит. Пчелы соберут мало нектара. А 2-3 километра – это радиус продуктивного лета пчел, господин Друзь. Все дело в пчелах. Господин Левин, тут даже вы не помогли. 3-2. $100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Геннадий Шведов из Санкт-Петербурга. Уважаемые телезрители, сегодня за столом играет команда старейших. И чтобы их поддержать, в зал пришли их однокашники по клубу «Что, где, когда» Валентина Голубева и Виктор Зарецкий. Добрый вечер. Валентина, когда вы все вместе находитесь в одном помещении, мысли переносят меня к финалу 1982 года. Когда вы играли в команде Виктора Зарецкого, Оксана Петрунько возглавляла свою команду, Виктор Сиднев свою, а в команде Александра Седина играл Александр Друзь. Валентина, что вы помните? Это была ваша первая игра. Что вы помните из этой игры, ну, кроме того, что друзья тогда выгнали за подсказку впервые? Совсем так, господин ведущий. Не мешайте, я с Валентиной Голубевой сейчас. А про подсказку мы с вами поговорим попозже, хорошо? Так. А не та ли самая эта игра, когда Леонид Владимирскому подсказывал кто-то, не помню. А вы что запомнили? Это была ваша первая игра, Валентина. Что-то запомнилось? Как можно запомнить первую игру? Только ужас. Хорошо, первую игру больше не вспоминаем. Господин Зарецкий, скажите, а какое впечатление на вас производит игра команды Виктора Сиднева в этом сезоне? В этом сезоне, несколько противоречивые, я бы сказал, потому что сегодняшняя игра, совсем не похожа на предыдущую. Вот. А почему? В той игре, я внимательно достаточно следил, и, на мой взгляд, те 5 очков, которые были заработаны, это были очки за вопросы, на которых сразу была правильная версия. Это не так. Мне так показалось, может быть, я ошибаюсь. Но я точно знаю, что пару раз еще была версия упущена правильная, да? Это точно совершенно. Так что счет мог быть 6-5 совершенно спокойно в другую сторону. Вот. А сегодня игра, на мой взгляд, очень командная, интересная, да, и вот я порадовался на вопрос про сокращение, потому что тут версии сначала не было, она появилась коллективно. И еще одну я бы хотел отметить важную особенность этой игры. Мне очень понравилось, что на первый вопрос Виктор сказал, у нас не было ответа. Это очень важно. Это быть честным по отношению к происходящему процессу. Я считаю, что это вот ключевой был момент. Виктор, спасибо вам большое. Валентина, спасибо. 6-й раунд. Господин Друзь, что вы там хотели сказать в свое оправдание? Я не хотел ничего сказать в свое оправдание. Я хотел сказать, что тот человек, который следил за подсказками, первым делом показал на Голубеву, что подсказывала она. А она сказала, я не подсказывала, и тогда он решил не связываться с дамой, а связался со мной. Валентин, видите, вы не помните первую игру, а Друзь помнит даже не первую свою игру. Господин Тимонов, извините, поздно. Десеновская. Господин Тимонов, а вы смотрели финал 1982 года? Вряд ли. Посмотрите, это доступно. Там герои те же. Мне тогда было 5 лет, и я смотрел другие программы. Можно пересмотреть сейчас. Десеновская. Господин Сиднев, против вас играет школьница Ульяна Демина, поселок Десеновская, Новая Москва. Господин Сиднев, это как раньше, как в старину говорили, детский вопрос.
Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Недавно мы с нашим 4 классом побывали на экскурсии в одном известном месте в Москве. Там мы увидели такое. Посмотрите. Уважаемые знатоки, где же мы побывали? И для чего нужна эта сложная система? Почта мне мне кажется, там и первая часть индекса. На деньги вот эти самые. может, Там, инкассаторский банк? обратите внимание, Может, что на магазин всех может этих доставлять коробочках были 0,90, 30. А регионы, да? Почта все-таки. Почта, которая Да, это ближе. вряд ли их повезут. А почему? А что Вряд ли везут? кому. Не, в банк вряд ли Для пустили. того, бы. чтобы распределять по регионам, да. Откуда-то куда-то везут что-то, да? Это сортируют. Это Сортируют? Может, это в магазине товары подвозят на прилавку? А может, какой-нибудь Вайберис склад какой-нибудь или Озона, да? То есть маркетплейс какой-то. Слушайте, а почему на экскурсии водили? И они одинаковые. Очень маленькие, а тут они все одинаковые. То есть вот их начинка, скорее всего, однотипная. Одинаковая, однородная, да. Но она небольшая, да? Ну, это какая-то такая. Конверты. Ну, да погоди, конверты, не конверты, небольшая и однотипная. Господин Сиднев, вы будете брать дополнительную минуту? Отвечает Михаил Дюба. Вот вы меня не слушаете все-таки. Прошу. Господин Козлов, ну не слушаю, да? Не слушают. Не слушают. Так, прошу, Михаил. Мы предполагаем все-таки, что Ульяна вместе со своим классом побывала на почтамте. На экскурсии. На экскурсии, да. Как вы считаете, Михаил, почтамт это то место, куда водят экскурсии такие прям школьников? Почему бы нет? Мне кажется, господин Сиднев, вы мало поперебирали, куда в Москве могут водить на экскурсии, где находится то, что можно перевозить вот так. Небольшой. Внимание, правильный ответ. Господин Белозеров, а вы знаете, где на экскурсии побывал? Не знаю. У нас есть несколько версий только. Ну какая хорошая у вас есть? Не знаю, Третьяковская галерея, может быть, картины перевозить. Ну зачем? Ну, большой театр. Господин Козлов. А на Мосфильме это не может быть, вот чтобы рулоны Не, так никто перевозить? не придумал, смотрите. Кто? Кто это сказал? Это я, Никита Баринов. Никита Баринов. Что это? Библиотека имени Ленина. Ну, она сейчас так не называется. Школьники побывали на экскурсии, посмотрите на экран. В библиотеке. Так в Российской государственной библиотеке организована доставка книг из хранилищ в читальные залы и обратно. Господин Сиднев, ну вот зря вы меня не слушали. Ну я же вам намекал. Ну ладно, 3-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит школьница Ульяна Темина. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, для того, чтобы претендовать на титул лучшей команды этого сезона и сыграть в финале года, все команды и участницы летних игр должны сначала одержать победу в летней серии, затем в осенней. И только одержав 2 победы, команды смогут сыграть в зимней серии. А уже одержав 3-ю победу в зимней серии, команда попадет в финал года. Задача крайне сложная у всех. Ну, господину Паташову не так сложно, но грустит он больше всех. Ишим. Против вас играет Владимир Крайнов, город Ишим, Тюменская область. Господин Сиднев. Да, господин. Летом 1887 года в Красноярск из Санкт-Петербурга отправилась научная экспедиция. Узнав, что в Красноярске в это время будет Василий Суриков, ученые обратились к художнику с просьбой написать этюд. Этот этюд, написанный 7 августа
вы увидите через 1 минуту. Внимание, вопрос. Какое событие стало поводом для той экспедиции? Солнечное затмение. Первая версия. А смотри, 1887 год, 50 Нет, лет. понимаешь, Смерти Пушкина. точная дата, смотри, Вить, точная дата есть. Я за идею как бы нет. И как раз в Красноярске вот эта вот часовня, которая на 10 рублях, оттуда наблюдали. Да. Ну, слушайте, 50 лет со дня смерти Пушкина. Не может быть юбилей А Пушкина. Ребята, а то русский метеорит. 1908 год. Это рано, да. Может быть, Что еще может привязано? что-то визуально он должен был зафиксировать. По-моему, есть у него такой этюд, ребята. Ну, то ли есть, то ли нет, но идея сама Ну, а хорошая. что еще можно визуально зафиксировать? Снежный городок какой-нибудь, там снег был. Нет, Не может быть. Нет, кроме затмения. Парад планеты. Построили. Паровоз пустили, первый паровоз. Нет, рано. Еще какие? Версии еще какие? Экспедиция всегда исследовательская. Да, Тем более ученые. Ну зачем стоит вода в Красноярск ехать? ну там было... Отвечает Михаил Дюба. Прошу, кто отвечает? Ну, я отвечаю, как я понял. Прошу. Мы полагаем, что на этом этюде Василий Суриков зафиксировал солнечное затмение, наблюдавшееся в Красноярске 7 августа 1887 года. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Дюба, смотрите, как интересно. Вы проиграли прошлую игру со счетом 5-6. Там оставалось 2 вопроса. Был вопрос про искусственный интеллект на игре команде Паташова, на который Александр Друзь сказал, что вы бы ответили, да, господин Друзь? Если они не изменяют память, так. И вот этот вопрос про солнечное затмение. Вы представляете, вы бы выиграли ту игру совершенно спокойно. Поводом для той экспедиции стало, посмотрите, солнечное затмение. Как, господин Сидни, все-таки все зависит от волчка. Здесь вы даже вообще не испытали никаких трудностей. Конечно, потому что вот эту часовню можно увидеть на купюре Банка России 10 рублей. Принесите мне потом, Михаил, я посмотрю. 4-3. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры Андрей Тимонов определит лучшего знатока и вручит ему хрустальный атом. Традиционный приз госкорпорации «Росатом». Андрей, что, на ваш взгляд, должно помочь команде все-таки одержать победу сегодня, а не на прошлой игре? Какие козыри есть у нее? Знаете, господин ведущий, я по своей должности часто посещаю уникальные передовые научные лаборатории Росатома, научные центры госкорпорации Росатом. И вот независимо от того, эта лаборатория занимается разработкой квантового компьютера, ядерного двигателя для освоения дальнего космоса или лекарства против рака, везде натыкаюсь на одно и то же. Самый главный прибор, самая главная научная установка – это опыт. Опыт команды. И интуиция, которая также базируется на опыте. И еще опытные команды, кажется, меньше подвержены панике. Это как раз и то, что отличает игру молодых команд от более опытных. Поэтому опыт, интуиция и психологическая устойчивость. Спасибо, Андрей. Мы продолжаем игру. Счет 4-3. 8-й раунд. Господин Друзь, а что вы сейчас с господином Сидневым обсуждали? Мы обсуждали некоторые нюансы правил. Ага. А в интервью перед этой игрой Виктор сказал, что вы ему помогаете поддерживать команду в тонусе с утра и до окончания игры. Но до окончания игры я понял. А с утра, как, Александр, как вы помогаете команде? Как вы знаете, мы сегодня уже с утра тренировались. Потом с ночи? С утра тренировались сегодня. Так. Потом у нас была традиционная баня. Блиц. И потом закончите? И потом мы приехали сюда, мы спели то, что полагается нам петь, и пришли на игру. Все, распелись, все хорошо. Блиц. Господин, я как раз тогда раскрою секрет, о чем мы говорили с друзьям, когда вы спросили. Да. Я этот вопрос задам. Можем ли мы взять минуту на один из вопросов Блица? Да, конечно. Да, можем. Вам Друзь все ответил. Правильно, Александр. Минуту? Конечно, можете. На любой из 3 вопросов, но минуту.
Виктор, но минуту. Да. Сразу минуту. Всю минуту на один. Итак, 20 секунд обсуждения на каждый. Заработать очко вы можете только если ответите на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Господин Друзь, жена Федора Ивановича Шаляпина вспоминала: часто выйдя из нашего домика, Шаляпин громким раскатистым басом что-то кричал на всю улицу. Нам слышалось лишь «во». Вадим Гапонюк из Караганды интересуется, что же кричал Шаляпин. Какая-то часть слова. Здорово. Воля, вода, водки. Нет, последнее. А что можно кричать на улице? Ну, может, он звал кого-то, молочник, мог кого-то призывать. Извозчик. Извозчик, вот и поехал. Отлично. Она была итальянка. Отлично, да. Ну, похоже, да? Ну, вот, Прошу. Отвечает Александр Друзь. Так. Мы полагаем, что Шаляпин услышали только кого, но он кричал слово «извозчик», подзывал извозчика. Шаляпин, выйдя на улицу, громко кричал басом «извозчик». И окружающим слышалось «во». Господин Ситник, ну с вашей подачи дал версию Борис Левин, ответил Друзь, все красиво. Не, я не давал версию. Внимание, вопрос второй. Из соединения всего, что мне дали Репин и особенно Васнецов, я сделал верную, на мой взгляд, фигуру. Людмила Лыткина из Минска спрашивает, что имел в виду Федор Шаляпин. Он с портрета Ивана Грозного взял костюм для роли Ивана Грозного. А не Мефистофель? Так он, Репин и Васнецов. Он костюм взял Ивана Грозного. Костюм Ивана Грозного, да? Хорошо. Образ, не костюм, а образ. То есть глубже, да? То есть не просто костюм, а Костюм. Там и грим мог быть, да? Часть образа. Итак, Отвечает Борис Левин. так, теперь Борис Левин. Прошу. Как звучал вопрос? Ну уж извиняйте. В общем, отвечаю так. Значит, Шаляпин в это время работал над ролью Ивана Грозного, и портреты Ивана Грозного, Васнецова и другие помогли, и Репина помогли ему найти правильный костюм и найти образ царя для своей роли. Ну, господин Левин, ну давайте костюм все-таки или царь, или костюм образ. это часть образа. Ну он что, костюмер, что ли? Нет, ну ему надо было найти, как выглядел Иван. Господин Синев, ну вам же точно сказал все Александр Друзь. Ну зачем вы Левину даете отвечать? Александр, работы Ильи Репина и Виктора Васнецова помогли певцу найти образ для роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка». Господин Верхошенский, ну что, будем по-доброму судить, да? По-доброму, господин. Алексей, мне вас не хватает. Итак, Блиц продолжается, решающий третий вопрос. Господин Сиднев, вот интересно, господин Сиднев, да, на прошлой игре вы не дошли до третьего вопроса. И сейчас вы с ним ознакомитесь. Это с прошлой игры, да? Да, с вашей прошлой игры. Понятно. Не Шаляпин. В селе Завражье Костромской области около музея Андрея Тарковского установлен памятник режиссеру. На нем есть надпись. Денис Сибиряков из Обнинска просит вас закончить эту надпись. Нам не нужно других миров. Нам нужно... Это Солярис. Зеркало. Да. Отлично. И фестиваль, кстати, там называется «Зеркало». Фестиваль Тарковского, который там проходит, называется «Зеркало». Ну, если так, ты знаешь. Ну хорошо, чего? Отвечает Борис Левин. Прошу, Борис. Надеюсь, на этот раз вы ко мне не будете придираться. Нам нужно зеркало. Вам нужно зеркало. Для героя. Нам не нужно других миров, нам нужно зеркало. Посмотрите на экран. Вот так выглядит памятник. 5-3. 5-3 в пользу знатоков. Реклама. Так. Играем до 6 очков. Счет 5-3 в пользу знатоков. Господин Карпин,
Дайте совет, как знатокам все-таки не упустить победу в столь важной для них игре. Хотя вроде все им дается. Ну, давайте так, я думаю, что это слишком опытная команда, назовем это так. Поэтому советы какие давать, я думаю, что не стоит, они сами все знают. А вот поддержка зала, поддержка телезрителей, я уверен, все желают им победы. Лично я приглашаю всю команду на 6 июня на стадион Лужники на матче «Бэтбум» сборной России против Нигерии. И нам тоже будет нужна поддержка. Поддержим друг друга. 9-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру можно присылать по электронной почте, по почте, либо заполнив форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин Верхошинский, но вы с Алексеем Гиязовым словно на острове, а вокруг море из знатоков и телезрителей, болеющих за Сиднева. Алексей, будет сегодня победа? Телезрителей. Вы знаете, я всегда верю до последнего, поэтому я, безусловно, уверен в победе. Телезрителей. Конечно. Пробуем. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Против вас играет предприниматель из Ростова-на-Дону Аким Асланов. Внимание, Бальса. Господин Сиднев, бальсовое дерево растет в Эквадоре и в Советском Союзе было большой редкостью. Но в 1986 году специально для съемок одного фильма кубометр такого дерева удалось раздобыть. Внимание, вопрос. Для чего режиссеру понадобилась бальса? Ну, смотрите, бальса она очень легкая. Например, плод Контики, по-моему, был из бальса. Да, само собой. И модели делают. 86-й год. Легкое вот такое дерево. Какой-то фильм снимался в 86 году. Фильм такой. А не знаю. Для чего легкое дерево надо? Капитана Гранта, допустим, как раз сериал. Красная палатка не 86-й? 86-й год. Нет, 86-й год, вот где-то в это время сериал. Вы что, хотите сказать, что просто какой-то плавучий делали? Он очень Кубометр. плавучий. Кстати, модели тоже воздушные из бальса делают, потому что она легкая летает. Она еще прочная очень. Легкая, Что, прочная. 8? Кубометр. То есть кубометр это небольшой вообще. Ну что-то снимал. Это вообще вот куб. Для чего? Кубометр. А могло, может, юбилей какой-нибудь в 86 году был? Фильм к юбилею. Какой фильм в снимали. 86-м снимали? Ну, я вот предложил вариант. Хорошо, путешествие на Контике в каком году было? Не было 47-й. Нет, 50 какой-то. 47-й. Ну ладно, бог с тобой. Еще версия. Какие фильмы могли снимать? Итак, мы просим повторить вопросы, берем минуту. дополнительную минуту. Да. Бальсовое дерево растет в Эквадоре и в Советском Союзе было большой редкостью. Но в 1986 году специально для съемок одного фильма кубометр такого дерева удалось раздобыть. Для чего режиссеру понадобилась бальса? Ребят, 86-й это не Алиса? 86-й. И что, Алиса? 84-й, Алиса. Ну, гляди. Может быть, то, что она легкая, как-то использовать. Не, ну а Ребят, как? Робинзон Крузо нет, не в этом Робинзон начала 70-х. А что мы можем из кубометра сделать? Все, То есть что мы можем угодно. нарезать его вот таким Настил вот можно образом. Настил сделать. какой-то тогда Нет, будет. главное, что оно легкое, как-то надо Мы можем использовать. сделать из него клетку. Нет, а как использовать? Остров сокровищ. Какого-то одного может фильма. быть, Фильм должен быть что-то. такой необычный. Остров сокровищ нет? Который? Какие культовые фильмы у нас есть, ребята? Вот 80 примерно того времени. То есть что-то такое пиратское, где нужно Почему было пиратское? Не обязательно. Ну что-то красавица. Для чего может понадобиться легкое дерево? Ну, сделать плод, сделать настил. Что-то, Она что воды не боится. очень тяжело весит. Оно на самом деле изображало что-то тяжелое. Тяжелое, да. А что То оно есть могло? украсить Колонны могли, какие-нибудь. например, там Колонны переводили, золотые везли. А слитки кто-то нес, изображали. сделали что-то легкое, и кто-то нес в это из героев, нет? Ага. А этого... Итак, кто отвечает? А попробуйте Александр Друзь. Господин Друзь, обращаю ваше внимание, вы так увлеклись фильмом, а ведь вас об этом никто не спрашивал. Вас спрашивал, для чего понадобилась бальса. Вы 2 минуты обсуждали название фильма.
Ну, чтобы через название фильма выйти на... Ну уж если вы название придумаете, то уже никуда выходить не надо. Какой-то фильм. Понятно. Итак, прошу. Ну, мы полагаем, что эта бальса играла роль какого-то более тяжелого дерева, которое задействовано в этом фильме. Прекрасно. А, Все? Вы будете отвечать или нет? Александр, ну счет 5-3, ну что это несерьезно. Секундочку. Вы спрашиваете для чего? Я говорю для того, Я слышу Дзюбу, который что-то пытается вам подсказать. Я лично не слышал. Не если бы я услышал, я бы сказал. То, что Хорошо, Александр. Давайте я значит, мы полагаем, что это дерево использовалось в качестве гораздо более тяжелого дерева для строительства корабля. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. А еще... Что Дюба говорил? Колонна мраморная. Прекрасно. Вот еще, господин Сиднев, мне кажется, вы как-то впустую вторую минуту потратили. Единственная была полезная мысль у Бориса Левина, какой-то необычный фильм. Фильм какой-то необычный, какая-то, может быть, сцены надо было вам над сценами подумать. Господин Авдеенко, вот мне кажется, из вашего угла что-то была версия какая-то. Нет? Нет? Если бы из нашего угла была версия, мы бы получили красную карточку. Нет, я не... Просто есть версия. Господин Скипский, а у вас какая? Ну, это фильм «Человек с бульвара Капуцинов», там, где стулья ломают, видимо, друг от друга. Бальса легкая как раз, ее легко поднять. Господин Левин, ну почти у вас было правильное направление. Направление, да. Да. Необычный фильм. Внимание на экран. Бальса прочная, на ней можно спокойно сидеть, но при этом легкая. Головы актеров сильно не пострадают. Режиссер Алла Сурикова раздобыла бальсу для съемок драк в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». 5-4. 100 тысяч рублей Альфа-банк отправит в Ростов-на-Дону Акиму Асланову. 10-й раунд. Господин Левин, в интервью перед этой игрой вы сказали, что каждый раз завидуете тем, кому предстоит первая игра за столом. И так все 30 лет, Борис? Да, я всегда завидую по хорошим новичкам клуба. А что такого вот в первой игре? Это непередаваемые эмоции, которые потом уже просто, такие эмоции не повторить. То есть сегодня вот вы хорошо играете, но все равно эмоции не те, да? Нет, сегодня эмоции очень яркие, но другие. Москва. Против вас играет бухгалтер Елена Антоненко из Москвы. Ну а вот тут по-серьезному уже. Это вам не бальса. Внимание, вопрос. О каких объектах филолог и журналист Сергей Бесчастный сказал: это восклицательные знаки истории? Башня. Фабричные трубы. Обелиски. А кто сказал? То есть вот Филолог что-то и журналист. произошло, и ты ставишь памятник в честь этого человека. Памятник. Восклицательный знак. Знаки это вот и Это памятник, но вот Памятник конкретный вид памятника стало. Почему? Нет, обелиск. Не, почему? А памятник Гагарину? Памятник человеку, любой памятник. Любой памятник, хорошо. Давайте следующий. Дальше, Да. что? Фабричные трубы, может быть, ракеты. История. Ну, фабричные трубы, это же не Восклицательный знак – это то, на что обращать внимание. Чтобы... Башни телевизионные. телевизионные. История не связана. Нет, почему разница между тем и этим? Нет, более... Памятник. Памятник Памятник у Булеушки.
лучше говорю. Хорошо. Так, еще, пока 10 секунд еще есть. Берем Лучше мы не придумаем. Нет, нет, трубы было хорошо. Да. Хорошо. Кто отвечает? Оксана Петрунько отвечает. Оксана Петрунько. Ну, мы думаем, что когда в истории происходят какие-то события, по итогам этих событий всегда ставят какие-то памятники. И это восклицательный знак, который говорит о том, что произошло нечто важное. А некоторые из них даже визуально похожи на восклицательный знак. 6-4 в пользу знатоков. Оксана Петрунько пришла на выручку. 6-4 в пользу знатоков. Команда Виктора Ситнева одерживает победу над телезрителями и получает право сыграть в осенней серии. Я вас всех поздравляю. Вот имена победителей. Оксана Петрунько, Борис Левин, Леонид Климович перенервничал сегодня, Михаил Дзюба, Александр Грусь, на высоте, как всегда, и капитан команды Виктор Ситнев. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Знаете, господин ведущий, я смотрю на Валерия Карпина, на представителя профессионального спорта, и очень хочется, как на боксерском ринге, сказать «Борис Левин!». На самом деле, да, у Бориса давно не было такой результативной игры, ну, прямо на удивление. Вот. Борис, поздравляю, «Хрустальный атом» ваш. Господин Верхошинский, кто получит приз за лучший вопрос? Господин ведущий, ну и я, и господин Гиязов, мы очень любим видео-вопросы. Особенно, когда задают их школьники, но не только поэтому, просто потому что прекрасный вопрос о библиотеке имени Ленина и 200 тысяч рублей получает Ульяна Дёдина. Поздравляем ее. 200 тысяч рублей от Альфа-банка Ульяне. 200 же тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь там уже 1 миллион 838 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе продолжатся игры магистров. Смотрите третью игру в следующую пятницу, 30 мая на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. А сейчас на Первом канале большая премьера. Смотрите программу «Наша новая музыка».